Давайте начнем с новых порций инсайдов от Чехала. Для начала отмечу, что сегодня фактически подтвердился один из его прошлых инсайдов, а именно, что состоятся военные учения Армении и Греции, и это не просто учения, а нечто большее. Что касается американцев, то они уедут из Армении, но не полностью. То есть американские солдаты покинут Армению, а вот их вооружение не уедет никуда. Региональная логистика и, в частности, транспортное сообщение между Арменией и Турцией. Россия своим предательством довела ситуацию до того, что в Армении готовы работать даже с Турцией, на взаимовыгодных условиях. Легким движением руки брюки превращаются, ой нет, правильно вот так. Легким движением руки два простых требования превращаются в 4. Их как бы 2, но их как бы 4. А морду вам повидлом не намазать? Американцы уже доступно объяснили вам, что требования о Зангезурском коридоре и о смене Конституции Армении вы можете засунуть туда, где спина теряет свое гордое название. Даже Эрдоган объяснил это Алиеву. Точно так же вам доступно объяснят, куда засунуть требования о возвращении азербайджанцев на Алтай в Армению. И за Минскую группу разъяснят. Короче, куда ни кинь, всюду клин. А оружие-то вот оно, идет в Армению. И не только из Франции. Страшно. А кстати, хорошие мои, вы не догадываетесь, по какому еще пути в Армению скоро пойдет оружие? А может, уже идет. Кто знает, кто знает. Политолог Степан Григорян сообщил, что во время Вашингтонской встречи Мирзояна и Байрамова при посредничестве Блинкена была окончательно закрыта тема изменений в Конституцию, которых Алиев незаконно требует от Армении. Однако к лондонскому саммиту Европейского политического сообщества Алиев родил новые претензии. Теперь он требует от Еревана согласиться на возвращение азербайджанцев в Армению, а также на совместное обращение к ОБСЕ с призывом распустить Минскую группу. Пашинян посчитал эти претензии не просто необоснованными, но и подрывающими переговорный процесс в силу их манипулятивности. Иначе говоря, эти претензии не имеют ничего общего с процессом подготовки мирного договора, поэтому их выдвижение перед встречей сделало ее бессмысленной. Говоря о возвращении азербайджанцев в Армению, Степан Григорян назвал это очередной уловкой Алиева. Во-первых, он тем самым хочет перекрыть тему безопасного возвращения армян в Арцах под международные гарантии. Во-вторых, азербайджанцы в конце 1980-х годов не были насильственно изгнаны из Армении, а поменяли свое жилье в Армении на жилье в Баку, о чем сохранилась информация в архивах. И если Алиев хочет, чтобы его беженцы вернули себе дома в армянских селах, где они жили, тогда армяне Сумгаита, Баку и Кировабада, Гандзака вправе потребовать возвращения их насильственно отобранных жилищ. Азербайджан обижен на Европейский Союз, потому что Брюссель принципиально отказывается подписывать с Баку долгосрочные газовые контракты, сообщает Financial Times. Стратегия ЕС заключается в ограничении потребления ископаемого топлива и достижении нулевого показателя выбросов парниковых газов к 2050 году. Государству-террористу же необходимы долгосрочные контракты для финансирования новых месторождений в Каспийском море. Ильхам Алиев отрицает реэкспорт государствам-террористам российского газа, сообщают российские СМИ. На так называемом глобальном медиафоруме в аннексированном Шуши Алиев поведал, что якобы 1 миллиард кубометров газа, купленный в России, не свидетельствует о перепродаже. При этом, по словам самого же бакинского диктатора, весь импорт газа в Азербайджан и равняется на 1 миллиард кубов газа. Депутат шведского парламента Эрик Хилсборн, говоря о возможностях разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе и об исходящих в этом контексте из Баку угрозах, отметил, что любая попытка Азербайджана посягнуть на суверенную территорию Республики Армения должна привести к быстрым действиям Запада, в частности к санкциям. В интервью Арменпресс шведский депутат коснулся углубления отношений между Арменией и Евросоюзом, соглашения о демаркации границ между Ереваном и Баку,
а также возможности разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе. Еще одна манипуляция алиевского режима. Они якобы любезно пригласили Армению на климатический саммит КОП-29 в Баку, чтобы показать, какие они добрые и конструктивные. Так вот, КОП-29 – это мероприятие ООН, и Баку обязан пригласить все страны-члены организации, это не вопрос его доброй воли. Армения не должна вестись на эту примитивную уловку. Впрочем, я уверен, что в Ереване все прекрасно знают. Пашинян все четко видит и понимает, и вовсе не обязательно, чтобы он вышел в прямой эфир и об этом подробно сообщил. Есть вещи, которые нужно понять самостоятельно. Антипропаганда азербайджанской диктатуры пробила очередное дно. На этот раз сперва сами заявили о каком-то мифическом обстреле со стороны армянских вооруженных сил, что было опровергнуто Министерством обороны Армении, а потом этот бред объяснили тем, что этот обстрел был организован, внимание, Францией, США и Евросоюзом, а точнее их инструкторами. Такой бред даже комментировать смысла нет, особенно учитывая то, что эти страны не раз заявляли, что поддерживают мирные процессы в регионе. Очевидно одно, что любую свою провокацию против Армении и Азербайджан начинает вот с таких вот тупых вбросов. Правительство Республики Армения сделало заявление. Аппарат премьер-министра Армении подтверждает свое предложение о создании совместного механизма между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушений режима прекращения огня или информации о них. В последние дни официальные источники Азербайджана возобновили публикации о нарушении режима прекращения огня вооруженными силами Республики Армения на государственной границе Армения-Азербайджан. Министерство обороны Армении опровергло эту информацию. Несмотря на это, азербайджанские источники продолжают делать подобные публикации, приправляя их геополитическими акцентами. Аппарат премьер-министра Армении подтверждает свое предложение о создании совместного механизма между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушений режима прекращения огня или информации о них. Мы подтверждаем приверженность правительства Армении мирной повестке дня в рамках уже достигнутых публичных договоренностей. Ильхам Алиев дал понять, кого бы хотел видеть на посту президента США. Нынешним властям Азербайджана комфортнее работать с республиканской администрацией в США, и они предпочли бы победу на предстоящих выборах президента Дональда Трампа. Это следует из ответов президента Ильхама Алиева на вопросы участников медиафорума 20 июля. Отвечая на вопрос, с кем лучше найти общий язык в администрации США, с демократами или республиканцами, Алиев сказал, что отношения Азербайджана с республиканскими администрациями были значительно успешными и результативными. Ага, конечно, они были успешными, когда Трамп молчал, когда ты напал на армянскую Вторую Республику Арцах. Загадка месяца. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что власти страны отказали в аккредитации примерно сотни иностранных журналистов и представителей разных технических и вспомогательных профессий из России, Беларуси и ряда других стран в связи с подозрением в их работе на спецслужбы. Мне очень интересно узнать, какие другие страны в этом списке. Не Азербайджан ли? Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.